Привет! Сегодня у меня на обзоре беспроводные наушники Honor AirBuds 2 Lite, и я без каких-либо преувеличений могу назвать их практически абсолютным клоном небезызвестных Huawei FreeBuds 4i, за одним лишь важным изменением. Дело все в том, что зарядный кейс у новых наушников Honor отличается не только по внешнему виду, но и емкостью встроенного аккумуляторного блока. В новинке установлен аккум на 410 мАч против 215 в Huawei FreeBuds 4i. И вот если в свое время от последних я ожидал некого подобия FreeBuds Pro на минималках, то что ожидать от Honor AirBuds 2 Lite было понятно еще задолго до приезда самих наушников. Единственное, чего хотелось, это того, чтобы не сделали хуже. И вот по этому моменту наушники меня порадовали. Получилось только лучше, да и цена теперь адекватная. По крайней мере за свои $44 или плюс-минус 3200 рублей этот вариант куда выгоднее, нежели Huawei FreeBuds 4i за $75. Тем более, что как таковой разницы между этими моделями по остальным параметрам никакой нет. Комплект поставки здесь такой же. В белой картонной коробке с изображением устройства на лицевой стороне ты найдешь кейс с наушниками, довольно длинный кабель для зарядки с интерфейсом USB-C, скрученный в кольцо, а также небольшую коробочку, куда поместили комплект сменных амбушюр и краткое руководство пользователя. Для покупки на данный момент доступен только белый цвет, но возможно в перспективе начнут продавать и другие. По крайней мере в промо-материалах показан еще и черный. Наушники и кейс изготовлены из качественного глянцевого пластика, никаких видимых швов и стыков на корпусе устройства нет. На передней стороне зарядного кредла над логотипом Honor прячется одинокий статусный светодиод состояния, а на правой боковой грани имеется овальная физическая кнопка активации и сброса наушников до заводских настроек. В нижний торец встроен разъем для зарядки. В отличие от собрата Huawei, кейс в данной модели имеет прямоугольную форму со скругленными краями и углами. Его габаритные размеры по длине, ширине и высоте составляют 61 на 23 и на 46 мм соответственно. Вес кейса с наушниками внутри получается 51 грамм без 40. Крышка кейса открывается легко и никак не фиксируется в верхнем положении. Я бы даже сказал, что она болтается. И тем не менее в закрытом состоянии крышка держится крепко. Петля здесь пластиковая, без доводчика. В силу глянцевого покрытия самих наушников и довольно сильных магнитов в посадочных местах, не всегда с первого раза получается достать их из кейса. Но опять-таки из-за особенностей формы футляра и угла открытия крышки, вынимать их легче, чем в Huawei. Основные части корпусов наушников с звуководами имеют достаточно стандартные для подобного форм-фактора размеры и в моих ушах сидят отлично, но только при условии использования сторонних амбушюр. Комплектные насадки один в один повторяют таковые в 4i, оттого я и применил свои стандартные круглые из вот этого набора, заказанного с AliExpress. Наушники с такими амбушюрами прекрасно помещаются в кейс и при этом крышка закрывается плотно, без зазоров и каких-либо напрягов. Управление функциями мультимедиа в наушниках сенсорное и осуществляется тапами. Их можно переназначить в фирменной программе IE Live, которую можно скачать по QR-коду с коробки или из собственного магазина приложений App Gallery. Примечательно, что только неделю назад после обновления программы IE Live AirBuds 2 Lite стали там отображаться. Ранее их там можно было увидеть лишь при работе с фирменными смартфонами Huawei и Honor, но теперь официально все работает на любом Android-телефоне. Итак, в программе можно посмотреть уровни заряда как кейса, так и каждого из наушников и выполнить обновление устройства при его наличии. К слову сказать, из коробки на мой экземпляр никаких обнов пока не приходило. В разделе «Контроль уровня шума» можно вручную переключаться между режимами активного шумоподавления, нормальным и прозрачностью. Выбрать цикличность этих режимов, а также назначить функцию на единственный имеющийся жест управления в виде двойного касания можно в разделе «Жесты». На двойное прикосновение возможно установить плей-паузу, переключение треков или вызов ассистента. Управлять громкостью самих наушников здесь нельзя. В разделе с многообещающим названием «Настройки» имеется только один единственный пункт с рычагом активации датчиков автопаузы. Они здесь работают хорошо и, что немаловажно, в обе стороны. Что же касается непосредственно работы режимов шумоподавления и прозрачности, то здесь все без изменений. Аналогично наушникам Huawei FreeBuds 4i уровень сдавливания шума здесь не такой сильный, как у Pro версии, но, к примеру, для наземного транспорта вполне сгодится. В метро ожидаемо не все так хорошо, но опять-таки если подобрать хорошие плотные амбушюры, то пассивная шумоизоляция прибавит эффекта побольше.
Опция прозрачности также осталась на прежнем уровне. Вынимать наушники для разговора с кем-то не нужно, а вот музыку на паузу поставить придется. Встроенные в наушники микрофоны остались на прежнем месте. Основной разговорный поместили не в торце ножки, а у ее основания, там же, где находится и второй, обеспечивающий работу системы шумоподавления CVC. В принципе, именно поэтому их работа такая, какая есть. Идея интересная, но эффект такой себе. Проверяем работу микрофонов в наушниках Honor AirBuds 2 Lite. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна. Сюда мне сдувает с двух сторон ветер. Плюс идет шум от дороги, от проезжающих мимо машин. И можно примерно понять, как это будет слышать собеседник. И вот так он будет использовать. Ну а мы приступаем сейчас к второму тесту. Итак, я сейчас включаю свою систему отопления и, собственно, вот таким вот образом выкручиваю ее на максимум. Она потихонечку набирает обороты. И уже буквально через 5-6 секунд мы будем слушать здесь такой, наблюдать в машине сильный шум, искусственно созданный. Ну и, собственно, так можно примерно понять, как тебя будет слушать собеседник при таком сценарии использования, если, допустим, зимой будешь обогреваться в машине и захочешь с кем-то поговорить по вот этим вот наушникам. Но вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Honor AirBuds 2 Lite. Я сейчас нахожусь рядом с третьим транспортным кольцом, практически у его подножья. Машины здесь ездят, в принципе, их так довольно-таки приличное количество приезжает. Ну и, собственно, примерно можно понять, как тебя будет слушать собеседник при вот таких условиях использования, если ты рядом с дорогой будешь с ним разговаривать по этим наушникам, по телефону. Ветра сейчас особо нет, он может быть легкий от дороги, какой машин исходит, но по факту ветра в парке нет, рядом с парком находится. Ну и, в принципе, могу сказать, что здесь также микрофон отрабатывает, как и Huawei FreeBuds 4i. Ничего, вообще никакой разницы я не услышал. Собственно, как и сами наушники играют, как и Huawei FreeBuds 4i. Тоже разницы никакой я не услышал особо. Звучание в новых наушниках Honor в сравнении с 4i от Huawei не претерпело никаких изменений. Наушники играют чисто, детализированно и в целом приятно. Никаких приукрашиваний по низким частотам и добавления объема искусственно здесь не слышно. Все инструменты отчетливо различимы, особенно в верхнем диапазоне. Любителям такого условно настоящего звучания наушники непременно понравятся. Они прекрасно подойдут для инструментальной музыки, рока и, возможно, даже для джазовых импровизаций. А вот, к примеру, любителям басовой, клубной и танцевальной музыки, скорее всего, не хватит того самого объема, о котором я уже упоминал ранее. Но не пойми меня неправильно, бас тут есть и многим его будет вполне достаточно. Лично мне хотелось бы побольше объемности при пересечении низких и средних частот, так называемого мид-баса, ведь по всем остальным моментам здесь хватает абсолютно всего. И самое главное, что на максимальной громкости нет каши из частот, а звучат наушники очень громко, запас есть и весьма приличный. В моем тесте автономности на 100% громкости на одном заряде наушники отыграли целых 5 часов и 53 минуты. Левый наушник сел на 1 минуту быстрее, а в правом, судя по приложению, оставался всего 1% заряда. Кстати, что характерно, кейс в наушниках Honor AirBuds 2 Lite не имеет такого дикого саморазряда, как у Huawei, так что при его емкости в 410 мАч можно не бояться внезапного отсутствия энергии, когда ты достанешь наушники из сумки. Тем более, что зарядный Cradle имеет опцию быстрой зарядки для наушников. 10 минут, проведенных в кейсе, обеспечат от 2 до 4 дополнительных часов музыкального наслаждения в зависимости от твоих предпочтений по уровню громкости. Несмотря на то, что в наушниках нет специального игрового режима с низкой задержкой, производитель в промо-материалах почему-то заявляет об этой самой низкой задержке. Да, возможно, имеется в виду работа в YouTube, в котором действительно отставание не слышно от слова совсем, а вот в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile задержка ощутима. В своем игровом тесте я получил результат в 280-320 миллисекунд. Разумеется, любителям сыграть партийку-другую без фанатизма полученные мной интервалы покажутся вполне сносными, ведь на слух отставание в 3 секунды уловить довольно сложно, особенно во время жарких баталий. Подключение к смартфону здесь происходит по открытию крышки кейса. В паре главного нет, пользоваться можно как левым, так и правым наушником по отдельности. За связь отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.2. По стабильности соединения наушники ожидаемо ведут себя превосходно. На улице, в общественных местах, ну и разумеется дома полет просто отличный. Никаких даже мельчайших обрывов за время тестирования в этих наушниках я не ловил, даже находясь в самой высокой точке колеса обозрения.
Ну и подводя некий итог по данной модели, могу сказать, что если в случае с Huawei FreeBuds 4i цена, как по мне, была сильно завышена, и за те функции, что есть на борту, 75 баксов это дорого, то вот в случае с наушниками Honor получилось интереснее. Я бы назвал AirBuds 2 Lite эдакой работой над ошибками. Проблему с кейсом исправили, цену снизили и ничего не убрали из того, что было. Единственное, подкачали микрофоны, да и управление, как по мне, скудноватое. Но эти моменты были и остаются в наушниках от Huawei, которые стоят дороже. Так что если взять во внимание и учесть все аспекты, то в целом новые наушники от Honor девайс неплохой. И это уже весьма достойный продукт как по цене, так и по качеству. Ну а что думаешь ты по этому поводу, обязательно пиши в комментариях. Спасибо тебе за просмотр и до скорых встреч в новых видео. Пока-пока.